думаю, что состояние современной живописи нельзя характеризовать никаким словом, во всяком случае, насколько я знаю, потому что мне кажется, что, наверное, я уже отвечаю на какой-то следующий вопрос, что проблема живописи как таковой в искусстве сейчас не актуальна. Причем это не касается только живописи, я думаю, что любой медиум сам по себе, будь то видео, живопись, не знаю, перформанс или все что угодно, сам по себе не играет никакой роли. В живописи есть то преимущество. В принципе, я считаю, что действительно никакой медиум они все равноправны. Ты можешь выбирать тот медиум, который тебе нужен для решения твоей конкретной задачи. Это может быть все что угодно. У живописи есть то преимущество, что то, что мы называем сейчас современным искусством, все-таки произошло от живописи. И в этом смысле человек, который обращается к живописи, сразу заявляет о том, что он явно или неявно обращается к более традиционному искусству. И в этом смысле живопись, она имеет очень определенные коннотации. Да? Причем важно еще то, что живопись ассоциируется только с искусством. Скажем, видео может быть искусством, может быть рекламой, может быть чем угодно еще, телевизором, то же самое с компьютерами и прочими делами. Даже перформанс не всегда понятно, относится ли он к искусству, к танцу или к театру, или просто к какому-то уличному хулиганству. В этом смысле живопись, конечно, и обладает преимуществами. Но это, с другой стороны, и недостаток, потому что это сильно ограничивает, как бы это сказать, всякие смысловые возможности. Я думаю, что сегодня это уже не так, потому что мне кажется, что это вообще довольно модернистское такое сознание. То есть вот когда художник, как, впрочем, и любой другой человек, у которого был месседж, да, сообщал, собственно, то, что у него есть месседж. Да. Ну, я не знаю, весь абстракционизм на этом построен, тот же Джаспер Джонс и так далее. Когда, собственно, художник сообщает зрителю, что он занимается живописью. Это его главное сообщение. Да. Сейчас это, мне кажется, абсолютно не так, потому что вообще проблема языка художественного, она уже давно не стоит. Любого языка, живописного, опять же, танцевального, не знаю, какого угодно. Поэтому сейчас месседж есть месседж. Потому что на самом деле важно, что и зачем вы хотите сказать, а не на каком языке вы это говорите. Медиум не важен, он следует из вашей задачи. Нет, она не выпадает из обоим, просто обоим расширилась очень сильно. Да? И в этом смысле уже, опять же, у живописи есть то преимущество, что это очень отработанный, очень, действительно, сколько, 2000 лет существует. Это очень такой, как бы это сказать, у этого языка очень много возможностей. Да? Ну, как, с другой стороны, русский язык тоже уже вроде развивался, достиг, писать книги можно, и говорить можно. То же самое с живописью. Вопрос другой, что, опять же, если вы занимаетесь живописью, вы сразу все ставите в довольно жесткие рамки традиции. И это очень, как бы, может считаться и ограничением, и в то же время может давать какие-то возможности. Мне трудно говорить, трудно на эту тему говорить, потому что я на самом деле действительно не очень слежу специально за живописцами. При том, что я очень, как зритель, очень люблю живопись, но больше, конечно, старую. Поэтому это зависит от художника. Либо человек решает задачи, которые давно уже никому не интересны, и они решены другими, тогда это просто какие-то студенческие упражнения. Либо он решает какие-то задачи, которые интересны другим, но тогда это скорее не вопрос живописного языка. Потому что мне кажется, действительно, живописный язык уже можно что-то придумать в пределах этих, но как бы кардинально, мне кажется, там ничего нового сказать нельзя.
На самом деле оппозиция, это как сказать, на самом деле любой художник так. Если я не умею пользоваться компьютером, я тоже не выберу компьютер. Если я не умею, я вот, например, лично довольно слабенький живописец был троечник студент, да? Соответственно, я стараюсь этого медиума избежать, или я тогда должен кому-то заказывать, да? Что тоже со мной бывало. Это, ну, как бы, это не проблема или она обходима. В конце концов, не обязательно все делать своими руками. А я не уверен, что нам нужно обновление живописи. Почему вы решили, что оно нужно? Это у вас какое-то искаженное представление об истории этого дела. Дело в том, что если мы берем неофициальное доградное искусство с момента его зарождения, то в основном большинство этих художников, они живописцы. Ну, как мы можем их считать плохими там живописцами или хорошими, но в основном это все было холст маслом, как говорится. За очень редким исключением так называемых и уже довольно поздно появившихся вот перформансистов и концептуалистов. И то, в отличие от Запада, например, наши известные художники, которых мы называем концептуалистами, не бросали этот сам медиум. Другое дело, что, может быть, задачи, которые они ставили себе, были не живописные, но Булатов, Кабаков, Чуйков и так далее, они маслом по холсту делали. Все, медиум оставался тот же, чего себе не позволяли ни Кошут, ни там, Балдессари, ни какие такие люди. Вот. И к тому же, я еще раз повторяю, эти художники составляли все-таки меньшинство среди так называемых неофициальных художников. Остальные были живописцы. Как раз дело в том, что в советское время именно живопись была сильно подавлена. Да? Потому что то, что мы называем соцреализм, это что же такое, ну, условно говоря, постмодернистское течение, ну, в кавычках, где сами живописные задачи либо игнорировались, либо были дико банальны. Да? Ну, такой вялый постсезонизм, который уже 100 лет назад, ну, там люди могли спорить, не знаю, можно ли делать сиреневые тени, можно ли обводить контурами. Это все как бы вообще, о чем уже нигде в другом мире не думали. Вот, поэтому я думаю, что за редким исключением как раз в послевоенное время, то есть последние, это уже сколько, 70 лет, никакой живописи практически на этой территории не было. За очень редким исключением, там, начиная от Фалька, кончая, там, не знаю, Злотниковым и Ракинским. Это все тоже люди очень старшего поколения. Потом с живописью, именно вот с живописью, как с живописными задачами, очень мало кто этим занимался. Высокой абстракции, опять же, у нас почти не было, такой вот сравнимой с абстрактным экспрессионизмом. Никакой новой живописи, такой полуконцептуальной живописи, как, например, забыл, как эта французская группа называется, из которой Бюрен потом вышел. Surface, в общем, по-моему, пространство плоскости, как по-французски. Не уверен, не помню, как они назывались. Там были очень интересные абстрактные художники во Франции. У нас не было монохромной абстракции. У нас не было практически новой волны, именно живописной. Была новая волна, как ну, там, мухоморы, но они не занимались живописью. То есть практически живописи-то у нас и не было. У нас есть среди молодых, но можно назвать более-менее молодых, уже не очень молодых, это там Ира Нахова, Ройтер, это практически все. Как бы такой новый живопись. Поэтому в этом смысле, что я думаю, что единственное, что может сделать наша отечественная живопись, это просто догнать и освоить то, что, собственно, накоплено, как говорится, мировой культурой. А что касается каких-то новых открытий, я не уверен, что они возможны, потому что, ну, действительно, этот язык очень... И главное, что я не знаю, есть ли такое сообщение, которое можно было бы сообщить новыми живописными средствами, даже если бы они нашлись. Ведь вопрос же, опять же, не в средствах, они появляются только, когда есть какое-то новое сообщение. А что можно сообщить таким способом,